Можно ли пустить конвейер АвтоВАЗа в обратном направлении? Можно. Но не для того, чтобы собранные машины разбирать обратно, как некоторые хотели бы пошутить, а для того, чтобы оснащать новые модели тем, чего никогда на «Ладах» не было. На первой линии появился особенный участок. Здесь будет устанавливаться панорамная крыша на кроссовер «Лада Азимут». Именно тут автомобиль несколько метров движется не в сторону схода с конвейера, а наоборот. И так было задумано специально. Модель Азимут – это первый серийный автомобиль Лада, у которого есть функция панорамной крыши с открывающимся люком. При подготовке технологии установки панорамной крыши мы изучили опыт других мировых производителей и выбрали наиболее качественные решения с наибольшей надежностью, наиболее автоматизированные. Для того, чтобы устанавливать панорамную крышу, нам пришлось также внедрить специальный комплекс конвейерной системы, который отводит необходимые нам кузова из общего конвейера сборки автомобилей, для того, чтобы их можно было здесь остановить и на остановленном кузове осуществлять операции установки панорамной крыши. В среднем для того, чтобы полностью собрать автомобиль с панорамной крышей на данном участке, необходимо от 3 до 4 минут. При установке панорамной крыши в автомобиль с использованием нашего оборудования фактор человека практически исключается, так как наиболее критичные процессы делаются автоматически. Сама по себе панорамная крыша устанавливается в автомобиль и центрируется с помощью специальных пилотов или направляющих. Таким образом обеспечивается очень точное позиционирование крыши относительно кузова. Также в процессе фиксации кузова используются 6 интегрированных в сам манипулятор, в саму установку гайковертов, которые автоматически осуществляют затяжку 6 винтов по всему периметру панорамной крыши. В случае, если в процессе установки панорамной крыши что-то пошло не так, например, винт пошел не по резьбе, гайковерт автоматически отключается и сигнализирует оператору о том, что произошла проблема. Участок установки крыши не просто современный и автоматизированный. Он разработан, поставлен и отлажен российским подрядчиком, который работает практически со всеми автопроизводителями страны. Это единственный экземпляр в России. Такого в России больше нету. Это делалось конкретно под марку машины данного типа. Это многоитерационный процесс был, где-то порядка 3-4 месяцев. С АвтоВАЗом мы сотрудничаем не первый раз, у нас тоже были проекты разного характера. Система монтажа автоматическая, но участие человека обусловлено требованиями безопасности. Конкретно здесь человек сопровождает оборудование, он всегда должен держать кнопку «Готов». Пока он держит эту кнопку, оборудование едет. Как только он ее отпускает, оборудование встает и дальше ничего не делает. То есть ответственность, конечно, всегда будет лежать на человеке. Помимо новой технологии, в нашем видео представлен и один из перспективных цветов для автомобилей «Лада». В целом для Азимута готовится новая цветовая гамма, и о ней мы еще расскажем.